Дорогие друзья, рад приветствовать вас на канале Ванны СПБ. Здесь я буду обозревать и показывать всевозможные инструменты, материалы, успешные и не очень реставрации ванн, а также будет много обучающего материала, который, скорее всего, очень будет вам полезен и интересен. Так, давайте ближе к делу. В данном случае у нас вторичная реставрация. Это ванна, на которой уже была нанесена краска. В данном случае ванну красили 2 раза. В некоторых местах краска уже отвалилась, а в некоторых местах она держится. И держится очень хорошо, то есть ее просто так ножиком не ободрать. Для очистки остатков этой краски необходимо использовать строительный фен максимально высокой мощности с температурой нагрева минимум 700 градусов. Соответственно, механика очистки таким способом достаточно простая. Вы ставите фен на максимальную мощность, при этом нужно убедиться, что проводка выдержит. Если это какая-то старая квартира, то подключайте такой прибор к розетке, в которой подходит стиральная машина. То есть, как правило, стиральные машины стоят уже во всех квартирах, и для нее всегда выводится отдельная розетка со своим автоматом. Поэтому подключаться лучше туда. Соответственно, механика такая. Греется кусочек, какая-то часть старой краски, и с помощью шпателя из нержавейки очищаются. В данном случае, вот сейчас я показываю, каким образом происходит реставрация в большинстве случаев. То есть, как правило, мастера не привыкли очищать поверхность от старых слоев. То есть, происходит как? Поверхность немножечко зачищается, где краска просто торчит, ее края подравнивают и наносят сразу же покрытие, то есть там вторым, третьим, четвертым слоем, без разницы. Главное сделать, получить деньги и свалить. Это сейчас таким образом устроена работа, наверное, 90% компаний и частных мастеров. Я занят в этой сфере больше 10 лет, поэтому я показываю, как нужно делать и как делать правильно. Соответственно, здесь всю краску я полностью ободрал. Мероприятие это заняло практически 3 часа. Те остатки краски, которые были на ванне, очищались очень тяжело. Причина этому, что первый слой, когда ванну красили первый раз, была сделана какая-никакая, но подготовка. То есть видно вот эти белые следы на эмали. Это как раз следы от такой вот какой-то непонятной подготовки. Но при этом этого хватило, чтобы краска держалась невероятно крепко, особенно на дне. Итак, после грубой первичной очистки ванны от старой краски необходимо произвести подготовку по краям ванны. Это называется бордюр. Обычно он пластиковый или керамический, или силиконовый, но в любом случае стык этот нужно зачищать. В данном случае был 3-копеечный пластмассовый какой-то бордюр, который особо-то и не держался. Вот, и снять его особых проблем не было. Далее нужно очень тщательно очистить стык от старого герметика, силикона, где уже начала появляться плесень. Работа по очистке примыкания стены к ванне займет, в крайнем случае, полчаса, поэтому не ленитесь, обязательно делайте это. Сейчас вы видите разницу между частями ванн. С одной стороны справа эмаль уже подготовлена, то есть она отшлифована, и с левой стороны эмаль не подготовлена. Вот такая вот разница. И вся ванна должна быть тщательным образом отшлифована и подготовлена. Шлифовку поверхности я произвожу с помощью болгарки с регулировкой оборотов и зачистным диском. Никакие там дрели или наждачная бумага вручную, все это полный бред. Кстати, а вы знали, что максимально эффективное и качественное смешивание компонентов происходит только по часовой стрелке? Перед началом нанесения наливного покрытия поверхность эмали должна быть обеспылена и обезжирена с помощью ацетона или растворителя. Нанесение наливного покрытия стоит начинать с угла ванны, либо с правой части, либо с левой, в зависимости, левша вы или правша. И ни в коем случае не стоит это делать с подвешенной руки.
То есть, как в большинстве видео, которые я посмотрел на ютубе, люди начинают наносить покрытие с 15-20 сантиметров, просто льют акрил на ванну, получается все неаккуратно, акрил попадает на стены, на руки, в грязище, в общем, бред вообще полнейший. Аккуратное нанесение может быть только такое, как вы видели сейчас. Соответственно, далее, чтобы у нас не появились подтеки в процессе застывания, необходимо отрегулировать толщину покрытия. Соответственно, вот по этим краям там концентрируется достаточно большой объем материала, и лишний объем этого материала обязательно нужно согнать. Потому что если это не сделать, то в процессе застывания, когда уже работа будет закончена, мастер уйдет, а дверь в ванну будет закрыта, появятся очень некрасивые подтеки по всем сторонам. И это считается бракованной работой, которая подлежит переделке. И, друзья, напомню вам, вот, например, как определить, да, качество работы. Аккуратность в работе, она вырабатывается только огромным объемом работ. Соответственно, если как определить, что мастер может быть не профессионал, то он просто неаккуратно работает. То есть он весь грязный, он работает без перчаток, он работает без маски, например, да, у него нет фонарика, то есть он работает в темноте. Ну, какое качество работ будет в таком случае? Я думаю, что вы прекрасно понимаете. Итак, слой по борту ванны мы отрегулировали, и можно начинать нанесение наливного покрытия на закругленные и вертикальные части. И, друзья, обратите внимание, что нанесение я произвожу вплотную к ванне. Я не лью акрил с какого-то расстояния. Только в таком случае можно нанести материал равномерно. На этом этапе важно не дать материалу стекать под ванну и всячески его отгонять от сливного отверстия. Итак, третья, предпоследняя порция материала наносится также на закругленную часть и на борт, ближайший к мастеру. Делается это для того, чтобы как можно меньшее количество грязи и пыли, которое может упасть с мастера, попало на покрытие. Так, работа подходит к завершению, и нам нужно подождать, чтобы большой объем материала стек на дно, чтобы далее его можно было поднять на неперекрытые участки и еще раз дождаться его стекания. Делается это для того, чтобы достичь равномерной толщины покрытия с отсутствием подтеков. Для достижения безупречного результата эту процедуру необходимо сделать 2-3 раза. Далее необходимо приступить к выравниванию толщины на дне ванны. Итак, оптимальная толщина на дне ванны максимум 5 мм. И даже если на дне ванны, обычно это старые ванны, есть дефекты, например, какие-то ямки или шишки, то этой толщины вполне хватит, чтобы нивелировать эти дефекты. Так, регулировать толщину на дне нужно обязательно. Если этого не делать, то есть вероятность появления так называемого ручейка. Это такой некрасивый желобок по центру ванны. Появляется он из-за того, что материал стекает, и его не равняют. Соответственно, это тоже брак и косяк. И опять же, во избежание появления на дне вот этого так называемого ручейка, лишнему объему материала можно помочь и подогнать его к сливному отверстию, чтобы ему было проще стекать под ванну. Под ванну имеется в виду в заранее подготовленную емкость, а не на пол, потому что, как оказывается, многие мастера до сих пор ничего там не ставят, даже газету не кладут, и под ванной образовывается гигантский блин метрового диаметра. В конце можно затереть капельки по бортику. В принципе, смысла от этого особого нет, но хуже не будет, как говорится. Так, работа закончена, работа заняла 5 часов. И это достойная работа. Так, друзья, я на ютубе новичок. Это мой первый полноценный ролик. Одноименный профиль у меня есть в ТикТоке. В нем достаточно много, по моим меркам, подписчиков. Там у меня чуть больше 200 тысяч. Может быть, вы даже видели мои ролики. Поэтому попрошу вас поддержать лайком, комментом. И, пожалуйста, подпишитесь. Это очень важно. Будут очень интересные разборы. Будет информация, которая всем может пригодиться.